Так, ну что же, всем привет. Рад вас всех видеть на моем стриме. Во-первых, хотел бы перед вами извиниться за первый стрим по этой игре. К сожалению, видеокодер не сумел воспринять высокие настройки графики, потому что без видеокодера настройки графики были прекрасны, и они не мешали. Но сейчас получилось так, что вот очень плохо работала сама графика. И очень плохо работал видеокодер. Еще раз давайте перепроверим параметры, чтобы можно было сработать. Качество изображения низкое. Поле зрения оставляем. Вот. Так. Что еще? Параметры звука. Речь, ладно. Музыка. Индра хочет похоронить своих родителей, так или иначе. Ну, посмотрим, насколько это ему удастся. Удастся ли вообще. Выживет ли он. Да, о чем мы говорим. Он выживет, конечно, он же главный герой, как же он не выживет. Вот. Но никто не сказал, что это будет легкой прогулкой. Так что сейчас у нас будет главная задача. Просто здесь выживать. То есть вот первые несколько уровней, несколько сюжетных листов нам реально придется выживать. Так, ну что же. Так, параметры мне нужны. Загружаем игру. Сразу скажу, возможно, будет все равно подлагивать, но я сделал все, что мог. Если не получится, ну, не знаю тогда, что делать. Вот, может быть, кто-то из вас мне подскажет, кто-то уже в этом прокачан. Но, кстати, снижение графики не особо повлияло на это все дело. Так, все уведомления я разослал, все вроде бы нормально. Давайте с вами потихонечку начнем. Итак, мы сохранились в Тальмберге. Кстати, да, Индра не умеет читать и писать. Понятное дело, сын кузнеца. Перво-наперво с вами сейчас проверим, как вообще игра чувствует себя здесь, в Тальмберге. У меня здесь все нормально. Пожалуйста, пишите в чат, подлагивает, не подлагивает ли игра. Потому что я снизил настройки графики просто на самый низкий уровень, который здесь возможен. Так. Знаете что? Давайте вы из Индры немножко здесь повисите. Я еще кое-что сделаю. Надеюсь, меня слышно, видно, надеюсь, все хорошо. Тыкс. Я кое-что тут подшаманю. И надеюсь, все будет работать гораздо лучше. Так, сейчас на втором экране тоже все настрою. Вообще, по идее, я это настраивал и раньше. Но что-то как-то эта настройка не особо сработала, как вы уже поняли. Вот, мне решительно не нравятся такие пролаги. Поэтому, если кто-то начнет стримить, ребят, имейте в виду, некоторые игры видеокодером воспринимаются очень тяжко. Вот. Так, что у нас тут? Угу. Так, ну я вижу на втором экране курица гуляет, значит не лагает. Будем ориентироваться на курицу или петуха. Это кто? Коко. Ну, курочки. Отлично. Так, все-таки подлагивает на втором экране. Ребят, я не знаю, что с этим делать. Я надеюсь, что мы с этим разберемся. Вот. Потому что у меня, вот я кручу-верчу, у меня все прекрасно. Сейчас посмотрю, как на втором экране. Потому что это все проверялось. Конечно, текстуры травы не такие высокие, но тем не менее. Кто хочет поиграть в эту игру, вы вполне можете на своих настройках графики это сделать. Вот.
Так, ну что же, продадимся купцам? Купцу, точнее. Так, о, привет, Ватава. Jesus Christ be praised. Угу. Так, If you've got the coin. ну что же, давайте мы продадим все, что нам не нужно, а именно форез календулы нужен, рогалик понадобится, стрела плохого качества нам не нужна, в принципе. Так, факел понадобится, яблоко 48 штук. Ну, они, если честно, нам занимают инвентарь, поэтому продадим все. Так. Что еще? Старые сапоги нужны? Шоссы. Шоссы — это штаны, тоже нужны. Ну, короче, да, пускай будет. В принципе, больше ничего у Индра нет. Из покупок. Спасительный шнапс очень дорого стоит. Денег у него нет. Так что будем спасаться как сможем. Вот, кстати, здесь вес у него. Если перевесить, то будет сложно ходить, будет сложно активировать быстрое перемещение, поэтому те, кто будут играть, имейте в виду. Так, проверяем корзину. Заключаем сделку. А, кстати, можно поторговаться. Давайте попробуем поторговаться. Can we do something about the price? Aye. Так, окей. Так, получить. Ага. Ну вот, допустим. Since it's you. A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. Серьезно? Ну, ладно, давайте на тот уровень, который раньше был. Very well, I agree. Пускай так будет. Да, репутация повысилась. Давайте с вами умоемся. Это кто? Крестьянин. Jesus Christ be praised. Ну, Can you допустим. tell me who I can buy something from or sell to? You want Vodova, the fellow that fixes the weir at the Tamburg fish pond. He should be around the granary somewhere. Угу. Ну и об армии What do Сигизмунда. you think about Sigismund withdrawing? It was a stroke of good luck. I know everyone says how clever Sir Divish is and all that, but it was a dangerous situation. That Sigismund is awful unpredictable. He abducts the king, raids towns, brings foreign mercenaries into the heart of our country. God alone knows what he'll get up to next. Да, это правда. Ну что же. Take care now. Давайте с вами посмотрим, какие у нас есть вообще в журнале задания. Беги. В мою родную деревню напали наземные захватчики, убили множество людей. Я не успел укрыться в замке, меня послали в Тальнберг. Предупредить его жителей о той участи, что постигла нас, теперь угрожает им. Текущая задача — похоронить своих родных в Скалице, поговорить с паном Бориком и не обязательно заполучи лошадь. Ну, давайте добежим до пана Борика. Где он у нас тут был? Борек. Извиняйте. Проходим. Good day to you. Угу. Давайте немножко о половцах поговорим. Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Ну, короче, ничего нового про половцев мы не узнали, но я могу сказать то, что это у нас 14 век. Половцы в 14 веке из себя особо уже ничего не представляли. Уже в 13 веке многие половцы откочевали из волго-донских степей в Венгрию по одной простой причине. Монголы пришли. Вот. Ну и осели в районе Румынии и Венгрии. Ну и Сигизмунд их нанял. Так, ну давайте сразу к делу. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Да, короче,
Так, надо его как-то убедить. И опять у нас только статус. Ну, давай. So, Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you Да. do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Ну, в принципе, все, да. У нас изменилась задача. Так, Кутна гора. Кутна гора, бывший Каттенберг, административный центр в Среднечешском крае, в 70 километрах к востоку от Праги. Так, здесь работал монетный двор. Ну, то есть там чеканили серебра монету, а в Чехии в средние века основные рудники серебра были. До великих географических открытий, когда, конечно же, серебро нашли в Новом Свете, и испанские галеоны, перевозившие тонны серебра, не обесценили это самое серебро. Немножко про Скалицу. Поселение для добычи серебра. В принципе, ничего нового. Так, и нам нужно посмотреть, что в журнале. Похорони родителей в Скалице. Выберите из замка, получите лошадь, не обязательно. Так, ну, вообще, слушайте, лошадь нам понадобится по одной простой причине. Нас догонят стражники. Так что, к сожалению, лошадь придется свистнуть. Так или иначе. Стражника не подкупить. Да и денег столько нет. Убеждений, как вы видите, совсем нет. Так что, где тут наша лошадка? Главное не свистнуть чью-то лошадь. Так, сейчас, секунду. Опять второй экран лагает. Не люблю я такое. Если мы сделаем так. Ребятки, обязательно, пожалуйста, пишите в чат, если что-то не работает, что-то сильно лагает. Потому что только так я смогу понять, что что-то не так. Потому что я вчера понял, что со стримом все не очень хорошо, когда, собственно, я уже его закончил, и все. Так, в принципе, вот на Лейну можно сесть. Это, интересно, та лошадь, которую, на которой я приехал. Попробуем. Я просто хочу прокатиться по Тальнбергу, ребятки. Не пугайтесь. Так. И, как бы это ни было неприятно, придется на лошади спрыгнуть с вот этого обрыва. Извините. Я случайно. Так, где меньше всего потерь? Давай. Нет, ребятки, Индру нужно похоронить родителей. Он считает это своим сыновьим долгом. Насколько это обосновано, ну, это уже вопрос. Да. Собака. Как так? Let me go, for Christ's sake! I have to bury my parents! You're going nowhere. Except back inside. Так. Ну, попробуйте. If I don't bury them now, they'll be ripped to pieces by jackdaws and scattered over unhallowed ground, and I'm stuck here a stone's throw away. All right, shove me. I'll pretend you caught me off guard and I fell over. I'll deal with the others. You just get out of here on the double. Добрый стражник. Yeah. Спасибо тебе. Ну, вообще, можно было на коне проскочить. Как он не остановился, интересно. Что такое? Yeah. Yeah. Так, ну вот.
смотрим. За нами нет хвоста? Нет, хвоста нет. Ну, можно спокойно добежать. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Да. Эх. Вот оно, лицо средневековой войны. It's like they've already gone. Все догорает, трупы. И после этого кто-то говорит о войне как о решении проблемы? Нет, ребята, никогда. Более война не будет решением проблемы, а будет ее катализатором. Сейчас, ребята, секунду. Так. Сейчас, ребят. Не думал, что с Kingdom Come Deliverance будет такая проблема. Ладно. В любом случае, надеюсь, у вас все в порядке. Пожалуйста, пишите в комментариях, что да как. Потому что реально очень важно. Так. Ребят, буквально некоторое время. Так, я кое-что проверю. Потому что, если честно, мне это не нравится. Так, нет, картинка идет, все хорошо. Что у нас с Ютубом? Так, трансляция. Интересно.
Ничего. Чтобы работало. Если что, я сейчас на паузе, не виснет. Что вообще происходит? Боже мой! Должно же нормально все работать. Все же перепроверил, все оптимизировал. Ну, ё-моё. Как так получается? Так. Сейчас, ребят, еще буквально минутка. Что такое? Если так. Забавно. Так. Угу. Такс. Пу-пу-пум. Пу-пу-пум. Причем вот с Ассасином все было нормально. Никаких таких подстав. А вот с Kingdom Come, конечно... конечно, очень неприятно. Так, еще раз проверяем. Ребята, извините за такую заминку, но... Ну, вот такие дела. Так. Окей, продолжим. Посмотрим, как это будет. Я вроде кое-что подтянул здесь. Так. Сейчас я кое-что сделаю, ребят. Попробуем. О, мародер. Ну что же. Погнали. Такс. Мы можем у него залутать кое-какие приколдесы, кожный жилет, коев, легкий комбинезон, окей, сандалии, ладно.
Но это мы просто у него возьмем, чтобы потом продать. Так, ребятки, извините, но... Так. С этим мы разобрались. Что внутри дома? Внутри дома вроде бы все в порядке. Так, еще раз проверяем. Ребят, возможно, у меня с интернетом проблемы, хотя такого не должно быть вообще. Так. Здесь что? Здесь ничего страшного. Ура! Кажется, все нормально. Ну-ка. Нет, к сожалению, не все нормально. Но здесь мы бежим, конечно, мечом наголо, потому что да. Ребят, давайте так, если с стримами по этой игре не получится, я просто буду проходить записи и записи тоже выкладывать на YouTube, потому что, ну, реально это... Если эта проблема будет продолжаться, это очень и очень плохо. И я, если честно, из-за этого очень сильно расстраиваюсь. Плюс ко всему и вам некомфортно смотреть так. Да, проливной дождь. Давайте так, ребят. Если сейчас после этого стрима я обнаружу, что трансляции идут криво, то я в таком случае забью на прохождение этой игры в лайфе и, собственно, просто в записи ее пройду. Потому что игра на самом деле того стоит, поверьте. Пока я без всяких комментариев, потому что, ну, честно, я не совсем представляю, как у вас это все дело отображается. Скорее всего, плохо. Так, извините, если кого-то оглушил, я чихнул. Так. Ну, какая молния. Да.
Так, нет. Это не совсем круто. Сейчас попробуем с этим разобраться еще раз. Так. С буферизацией. Почему? Сейчас, ребят. А в чем, собственно, дело? У нас же здесь... Вероятно, это вопрос в Ютубе, потому что... Потому что да. Почему так происходит? Давайте-ка я вот кое-что сделаю. Угу. Так. 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 Должно быть все в порядке. Так. Проверяем. Hey, who's there? Who's that? What are you doing here? Tired of life, Oh. Kurva! Yeah. Are you gonna... Так, Giving up давай. already? Так. Берем все
ништячки, чтобы потом использовать, чтобы потом можно было бы продать. Так, сейчас я еще раз проверю, как там у нас поживает видеокодер. Вроде бы должно быть все в порядке. Так, а если так? Качество отлично. Все должно быть прекрасно. Ребят, пожалуйста, напишите в чат, как дела с трансляцией. Очень важно. Мальта, если ты на трансляции, пожалуйста, напиши. Ребят, еще раз дико извиняюсь за такое, но это, конечно, не то, что должно было быть. Ну вот, вижу, уже нормально пошло. Серебряная скалица, теперь кровавая скалица. К сожалению. He didn't run like me. Died with a sword in his hand. Да, и пристав погиб. Лошадь убитая. Повесили кого-то. You stood by his side and he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. You Да. didn't abandon him like me. Это про немца. Да. Так. О, Бьянка. Она же Бланка. Not you. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. I swear it. Just wait a moment. I'll take care of my parents, and then I'll come back for you. I won't leave you like this. Ну да. На память берем. I'll take this as a keepsake to remember you by. Угу. Да. Серьезно, что опять? Ой, прекрасная игра, но она меня убивает в плане того, что мне пишут, что все отлично. Нет, все нормально. Но она и будет подлагивать. Ладно, ребят, продолжаем. Да. Печалик. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me?
Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. Бедняга. But first, I have to find this shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. Да, он говорил это. Кузня. At least I can do that much for you. Ну, ищем, собственно, лопату. Да. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Mishak? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Mutt? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Hmm. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing? Допустим. Came to bury my parents. So bury them and leave me be. Так. Lend me that spade. I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? My father forged it for Sir Radzig. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? Father said he wanted to be buried here, and I can't take him to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of coin. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Да. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. So that's the way of it? Jumping out a sword, huh? Так. Снова проблемки. Смотрим. Качество вроде неплохое. Точнее, даже отличное. Пишет мне трансляция. Что здесь? Здесь тоже все хорошо. Боже мой. Что происходит? Сейчас.
Так. Все должно нормально работать. Так, здесь все работает, да. Так, пробуем. Easy there, boy. You know me. Your good master won't be needing this anymore. А, вот, собственно, лопата. Ну, какой песик хороший. Ах, так, еще раз я перезагружу это дело. Так, персонажу нужно подкрепиться. Так, колет одеваем. Так, зеленая рубашка, понятно. Комбинезон. Защиты 6. Угу. Куртку возьмем. Немного приоделись. Боже. Вроде бы нормально. А, нет. Да. И он копает для них могилку. На самом деле это ужасно. Так, еще раз проверяем. К сожалению, на этом стриме мы с вами будем немало проверять, что здесь у нас происходит, потому что то, что происходит, мне не нравится. Ну и... Так, еще раз мы это делаем. Так, соединение отличное. Да. С днем рождения, Assassin's Creed Black Flag. Привет, Дед Мороз, рад тебя видеть. Воюем с видеокодером параллельно. Смотрим, что да как. Главный герой хоронит родителей. Точнее, пытается их похоронить. I feel quite hungry. Да, вот под этой липой его отец хотел быть похоронен. You're gonna like it. Где тут можно копать? Начало очень грустное. Максимально грустное. Пёся.
какой. So, let's get to it. Надеюсь, у вас все будет получаться хорошо. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! Ну, конечно, выжить здесь пока нереально. Особенно с этой дубинкой. Ну да, один удар и все. А. А. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. Well, I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Пан Борик. Последний момент.
Очень здесь красиво, конечно. Wild Forest Studio молодцы, реально. Да, Тереза реально спасла Генри. Точнее, Индру. Индру это на чешском, Индржих, по-английски Генри. Ротая. Вот Ротая это очень большой город по тем меркам. Начало 15 века. 2 больших замка, на дороге не валяются. Пробуждение. Да, опять у него глюки. Beszarás. És pont mikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. A teremtési! Ezért meg! Даже во сне отгребает. Да. Как здесь ориентироваться? Да уж, темень такая. Учитывая, что это еще и сон. Это было где-то здесь. Так. Do you need some help? Work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Добрая девушка. Where am I? In Skalitz?
We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Ну да. Но его отколотили так нормально, там You're раны. awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. Угу. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. Отчаяние. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Так. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? So Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Так, типа I'm устал, да. exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Выздоровление, конечно, заняло очень и очень много Good времени. morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. Угу. Ну, мы знаем, что мы в Раттае, поэтому... I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Да. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Ну что же, вот у нас и новый дом. Так, вещи в сундуке, да? Давай сначала поедим. Сундук где? Угу. Так, у нас уже за предзаказ, это правда давно был, есть комбинезон Warhorse. Мы его, конечно же, берем.
Гроши, которые были, берем. Шоссе берем. Колет. Ну, один вот этот вот возьмем. Кольцо бланки на память. Красный капюшон пускай будет. Конечно же, календула. Для хила повязка. Кстати, хилиться во время боя здесь нельзя. Можно только вне боя. Вообще мы это все берем. Потому что нам это все нужно. Ай. Сейчас, извините, ребят, что-то в глаз попало. Так. Вархорс. Кожаный колет. Так, сколько? 8, да? А сопротивление у куртки 4. Угу. Красный капюшон. Ну, колет, собственно. Штаны, разумеется. Че ему без штанов гайдать? А где зеленые шоссы? Ну, его, собственно. Вот они. Угу. Старые сапоги, хорошо. Так, ну на втором экране вижу, все равно подлагивает. Ну, что уж теперь делать. Сандалии. Зачем я взял вообще этот факел? Ладно, оружие. Из оружия у меня ничего. Окей. Так, у нас есть характеристики. Мы можем повысить силу. Так, как скала. При успешном блокировании щитом удар врага вы расходуете на способность меньше выносливость. Могильщик переносит трупы без сознания, теряет даже вашу выносливость. Также они будут казаться вдвое легче. Давайте как скала. Нам щит потом еще понадобится, разумеется. Так, общий уровень. Аскет. Можете на 30% дольше прижаться без пищи. Голод крутит сильный запах мужика. Так, лазутчик. Дистанция быстрого перехода. Ночной наездник, странник. Ага. Ну, такое себе. Первая помощь, это я уже умею. Давайте, знаете как? Лазутчик понадобится. Наблюдательность в этой игре это все. Так. Да, нормально все у вас там отображается. Так. Все? Надеюсь, все. Бой. Нет ничего, навыки, нет ничего. Эффект, репутация. Репутация. Ага, ага, статистика. Окей. Все, мы оделись, мы можем идти. Мы вроде поели. Так. Ага, дополнение сокровища прошлого из пепла. О, можно собственную деревню отстроить. Рыцарские турниры. Угу. Прекрасно. Так. Мусор в воде как мог. Так. Ну что же. О, Барбос, привет. Угу. Мельник. Давай с тобой поговорим. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? What would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else.
and not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Ай, ну, долг платежом красен. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet, along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Ну, делать нечего, так как мы мельнику жизнью обязаны, придется стырить кольцо. Ну, I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Take care now. спирт. Ну что ж, ребят, придется нам выкопать труп, снять с него кольцо. Ну, что делать? Все-таки мы должны... Тем более, что в любом случае нам понадобится этот навык. Дальше по сюжету. Берем лопату. Так. Я перегружен? Серьезно? Почему я перегружен? Повязка, старая карта, ключи, гроши. Серьезно? Из-за одной лопаты я перегружен? Где еще я перегружен? Можно крендель съесть? Не, это не подойдет. А, легкий комбинезон весит 13. Да, Мальта, я сам в шоке. Просто я бился с этим. С видеокодером. Ужас какой-то. Но я надеюсь, что будет работать более внятно. Я, кстати, не знаю, чем это может быть связано. Может быть, с интернетом. Но с интернетом вроде все нормально должно быть. Ну, это, кстати, и будет лагать, потому что, ну... Видимо, для видеокодера игра тяжеловата. Ну, игра 2018 года. Не, нужно съесть крендель не потому, что он проголодался, а потому что перегруз. Ну, я уже решил проблему с перегрузом. Поэтому... Идем копать могилу, вытаскивать оттуда покойника и снимать с его пальца кольцом. А все потому, что мельнику мы задолжали. Видюха тянет. Тем более, что вот если мы сейчас не будем записывать, получится следующее. Идеально тянет игру на средних настройках. Сейчас настройки низкие. Блин, в какое болото я забрался? Камыши какие-то, боже мой. Видюха тянет.
Возможно, видюха может не тянуть одновременно и такую игру, и видеокодер. Потому что вот Assassin's Creed 2009 года тянуло. Ну и, простите, там качество графики в разы ниже, чем здесь. Вот. Смотрите, какой красивый, детально прорисованный лес. Почти как в Скайриме. Я, кстати, наверное, не решусь в Скайрим играть с такими проблемами. Да, спасибо большое, Мальта. И тебе спокойной ночи. Так, перед тем, как решать вопросы с этим самым, с палачом, мы, наверное, с вами сохранимся. Текс. Вижу, на втором экране подлагивает, боже. Ненавижу такое. Да, и помните, да, у нас с вами проблема в том, что... Так. Кстати, палачи всегда жили за территорией города, ну, чтобы их не пристукнули. Вот, потому что все-таки и работа специфическая, и репутация. Вот Висельный холм. Здесь обычно расправлялись с преступниками. Кстати говоря, если кто-то помнит Библию, Голгофа, на которой распяли Христа, тоже, в принципе, за чертой города была тогда. Вот. Так что это нормальная практика. О! О, овечки! Такс. Christ, nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. Слушай, он тебя вытащил, заплатил лекарю. Заплатит, блин. Ой, Индра, ладно. Тебе повезло, что я за тебя играю. Я тебе дам важные штуки. Кстати, туалет. И по-честному дырка. Так. Красиво. Не перестану хвалить White Horse Studio, потому что вот идешь и глаз радуется графончику. О, телега. Что-нибудь интересное есть? Да нет, конечно, какая тут интересность. О, котелок. Это купальни. Вообще в средневековых городах все было плохо с гигиеной, особенно до чумы. То есть ни водопровода, ничего. Бани-термы были забыты со времен Рима. А потом, после чумы, стало понятно, что вообще все инфекции распространяются в антисанитарии. Поэтому вот в 15 веке появляются купальни. И начинается тот тренд, то, что можно, не нужно даже ходить мыться, купаться. Вот. А то до этого люди дважды в жизни купались. Один раз, когда рождались, второй раз, когда их обмывали перед захоронением. Прекрасно. Так, где пешек? Мне нужен пешек. Пешек. Стой. Good day to you. Угу.
Там не There was было a corpse кольца. in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. Oh, I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Ай, ладно, идем до All right, конца. I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Get past the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. Так, ну допустим, научи. Yeah, I haven't had a chance to try that yet. Fucking hell. How did I get landed with a cretin like you? I'll have to teach you then. Come with me. Farewell. Как же лагает, боже. Try unlocking this. Ах. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade. Got it? Good. Now Так. turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. You forced it and broke the lockpick. That crack could be heard in Kuttenberg. You have to watch out Ладно. for that. An experienced guard will recognize the sound at once. Не торопимся. You're a Отлично. dab hand, Hal. Make something out of you yet. But remember, this trunk's only for practice. Да. Quite a few more times, like. Then good luck with the real thing. Да нормально, не надо тренироваться. Я сейчас там все открою. Ох. Ну вот, стал взломщиком. Боже мой. Неужели придется стримить старые игры, чтобы видеокодер схватывал? Может, у Идюха реально проблема? Да. Плохо. Хотя у меня на самом деле видеокарта достаточно мощная, это игровой комп. И по идее вообще такого не должно быть. Но я вижу, что происходит на втором экране, там просто виснет безбожно. Ужас. Так, надо покушать. Едим. Так, съел, все. Вперед. Блин, застрял в кустах. Боже. Ох. Что у нас здесь? Окей. Так, мы сохранились и пойдем сейчас тырить кольцо у палача. Прекрасно. Так. Собаки. Так. Ему можно что-нибудь покушать, кинуть? Сушеный фрукт, грибы. Да он не будет все это есть. Боже. Так. Очень быстро. Оп. Закрываем. Боже мой. Угу.
Текст. Я, кстати, не знаю, где мой сундук со всем этим добром. Так. О, нашел. Спасительный шнапс. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny. Так. Все. Надо отсюда бежать, пока меня не споймал этот самый. О, хрюшки. Привет, хрюндя. Все. Ох, надеюсь, больше так воровать мне не придется. Во-первых, это стрёмно, во-вторых, это незаконно. Вот сейчас я смотрю этот экран, тут слегка подлагивает, но типа все хорошо. Еще у меня есть идея, может быть, куки чистить перед перед стримами. Может, из-за этого все. Блин, какая водичка прикольная. Хотя... Угу, мутная. Бежим. Ху. О, кожевенник, прекрасно. О, может, кожевеннику что-нибудь продадим. Так. О, торговка. Простите, давно не мылся. Так, поторговать. Хоть чуть-чуть денег заработаем. Зеленую рубашку тоже продаем. Кожаный колет продаем. Коев. Кольцо бланки оставляем. Мягкий коев продаем. Мычка, повязка, просмольная куртка. Так. Сандали. Спирт. Так. Туфли ремесленника. Так, корзина. Прекрасно. И репутация повысилась, все прекрасно. Так. Кольцо наденем, пускай будет. О. Что случилось? А, просто медленно бегу. Здесь пешек на сей раз от меня отстанет. Пешек. Здоровенький булы. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojtek, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. Ну, допустим. You'll buy stolen goods from me. Oh, thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. Ну, допустим. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Take care. О, кинжал есть, прикольно. Придется его продать. Угу. Окей, что у нас по журналу? Добрый вор. Ну, это потом. Пробуждение. Ага, месть. Ну, понятно. Так, и нужно идти к пану Рацигу.
Сейчас пойдем. Так, Тереза. Have you eaten yet? Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Прекрасно. Так, интересно, у него хватит всего, чтобы, точнее, денег, чтобы сходить помыться, умыться. Сколько у него денег? 178. Ну, посмотрим. Должно хватить. Буду пересматривать стрим, посмотрю, какие там пролаги, может быть, что-то можно подлатать. Эх. Не такого я, конечно, хотел с этой игрой, но, к сожалению, да. К сожалению, да. Купальни. Так. Good day. What do you want? Конечно же, I'm воспользоваться interested in услугами. your services. And what is it you'd like? Так, искупаться. Ну да. Proper bath. And my clothes need washing. But of course. Money first, though. Окей. 10 грошей. Fine. Here it is. Нормально. I'm sure you'll be extremely satisfied. Take care. Отлично, теперь хоть герой выглядит хорошо. Да. Хоть не как побитый бомжара. She sits down and gets on with her. And she's quite deft at it by now. I'm not surprised. Betty was always good with her. Ага, болтают тут. Так, сколько у нас там? А, уже вечер, надо быстренько бежать. Такс. Старый рух. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Scalits blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Окей. Кузнец — это важная штука. Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith, and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now bugger off. Да ладно, серьезно? А если так? I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Надо было с этого начинать. Только я репутацию потерял. Эх. Беженцы из Скалицы. What do you want from me now? Good luck then. Да. Бедолаги. Could that be the smith's son, Hal? On my soul. It is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No.
Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm gonna find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Отлично. Это сюда. Скрыть замок. Нет. Сюда. Или это выше, господи. Отлично. Пришли. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Perkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man. And your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Oh, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven,
as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Да, редкость, кстати, для средних веков, но тем не менее. Ну, так, что дальше? Ой. На площадку для упражнений. Окей. What am I to do, good folk? Scallips lies in your... Ну, в любом случае, ребят, сейчас мы тогда дойдем до этого момента. И все на сегодня. Так, нужен же факел, а то я, по-моему, первый раз меня без факела накернили, поэтому... Офигительно, в городе не лагает, хотя здесь всегда лагало. Вы прикиньте, стрим раскочегарился только под конец. Где ж ты был все это время, родной?
Вообще, вот оруженосцы — это фактически помощники рыцарей и те люди, которые хотели бы стать рыцарями. Обычно они были дворянами, но были исключения. Вообще, это феодальная система, в основе которой лежит владение землей с населенными крестьянами. Ну, собственно, слово феодализм, а слово феод, земельный надел или участок. Так как денег было мало, а земли много, рыцарям давали земли. Так, мы сейчас поспим. Так. И спать. Да, кстати, когда спишь, тут тоже можно сохраняться. Ну, ребят, я надеюсь, вы более-менее дошли до этого момента. Так, ну, пускай будет 7 часов утра. Погнали. Прекрасно. Так, можно покушать. Спасибо внезапному человеку, который что-то приготовил. Такс. Опять в кустах застрял. То что ж ты будешь делать, а? Собака, кусты. Ага. Привет, Бернард. Jesus Christ be praised. Can I ask? Такс. What will become of the Skalitz refugees? I'd like to know the answer to that myself. I hope things can settle down quick and you lot can clear off. Mm-hmm. Do you know who those soldiers of Sigismund's are, Captain? They call them Cumans or Kipchaks. Our Lord says they fled from the Mongols to Hungary Да, and вот, settled правильно. there. They're herdsmen and excellent horsemen. And barbarians, too, for all that they claim they've turned to Christ. Окей. Thank you. That's all I wanted to know. Ну и обучение. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzik sent. Он самый. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzik wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Да, окей. Very well. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. Farewell. Надеюсь, хоть сейчас у вас обучение будет работать. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. Угу. Так. Ах ты ж. И почему я не могу его ударить? Такс. Right, good. Now try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Так. Not bad. Very good. Not bad.
Good. That's it. That's it. Угу. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Ну, давай. Good. Nice. Nice. Прекрасно. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Угу. Not bad. Nice. Very good. Угу. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Отлично. That's it. Угу. Good. Хорошо. Угу. Not bad. Well done. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Good strike. Такс. Окей. Такс. Ах. Достал его, прекрасно. Fine, enough. Угу. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Хорошо. That's it. That's it. Well done. Nice. Not bad. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Хорошо. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. That's it. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Well done. Отлично. That's it. Well done. Прекрасно. Nice. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Давай.
Пробуем. Well done. Not bad. Not bad. Ow. Ah, that's it. Хорош. Not bad. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Угу. Так. Угу. Так. Хорошо. Captain Bernard. Wait a while, Henry. Угу. Так, сколько там? Чуть-чуть осталось. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Угу. Уклонение. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. But the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Wrong! All right. Хорошо. Угу. All right. Very good. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Хорош. Not bad. Very good. Ай. Ah, that's it. Угу. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Wrong! Again! Не, No! No! Again! Так. Let's go! Well done! Very good! Nice! No! Again! Угу. Good! Отлично. Very good! Подловил. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. С I can teach you удовольствием. something more when you're up to it.
Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Да. What the... Постреляем. Еще минут 10 поиграем, закончим обучение по боевке и хватит. Кстати, я смотрю, стрим нормально раскочегарился. Это очень странно, если честно. Ну вот, кстати, особо сильно не греется, то есть как бы все хорошо. Certainly, I'm not a heathen after all. Thank you, kindly. Thank you. Hey. Ой, простите. Такс. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there. С удовольствием. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. На Now турниры мы concentrate. тоже пойдем. Bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Just master the bow a bit, you won't need it anymore. Missed it. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. Ах, стрельба, стрельба. Понятное дело.
Так, поправка на ветер. Так. Мимо. О, неплохо. Ну, вроде бы неплохо. Мимо. Так. Ну, не смогу его победить в науках, ну и ладно. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. I could do with a Ну, bite на to eat. мечах. Хорошая штука. Ну что ж, пан птачек. Metka! Well landed. Bollocks! Собака. Ну, Got давай. weaker than knees, have you? Такс. Давай. Ах, не успел. Так. Ох. Так. Now you dumb for. Так. Jesus Christ! Давай. Отлично. Иди сюда. Are you going to cry now? Может быть. Ow. Иди сюда. Такс. Yes. Победил. Well, we're even then. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed, blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon. Пошинковал. Прекрасно. Ну что, Бернард? You better hope his lordship hasn't taken it badly. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Да, прекрасный бой, прекрасная игра. Ребят, я надеюсь, что больше не будет нас лагать стрим, и мы продолжим играть в эту прекрасную игру. Но сегодня мы заканчиваем, много времени ушло. Поэтому, ребят, всем хорошей недели, всем успехов,
Всех обнимаю. Думайте о том, что будет все хорошо и следующие выходные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам все нравится. И всем пока, пока, пока.